Приветствую всех на своем канале, с вами Татьяна. Собрала рубашки и не только в бело-серо-сине-голубой гамме, с небольшим присутствием других цветов. И нарезала вот такие квадраты. На деталях разобранных рубашек я сначала вырезала по шаблону размером 17 на 17. После того, как вырежутся большие квадраты, насколько это возможно, из получившихся выпадов я выкраиваю квадраты меньшего размера 9,5 на 9,5. И это будет с учетом припусков в 1 сантиметр. И получилась вот такая стопка маленьких квадратов. Из этих квадратов я соберу блоки, которые будут равны большим квадратам, то есть 17 на 17. И затем сшитые попарно квадратики соединяем, и у нас получится квадрат 17 на 17. Ну и в таком порядке я соберу все квадратики. Я сшила маленькие квадратики, и у меня получилась вот такая длинная гирлянда. Перед сшиванием я складывала квадратики, которые у меня будут. И после сшивания получается, что соседние пары образуют вот такой квадрат. И я сейчас буду отрезать попарно. И дальше, не обрывая вот этой нитки, соединяющей парные квадраты, я буду сшивать их между собой, и квадратик будет готов. И все это буду также делать скоростным методом. Прежде чем сшивать, я квадратики все отглаживаю, припуски заутюживаю на одну сторону. В данном случае вот эта темная ткань, она более плотная, ложится сама на тонкую ткань. И при сшивании припуски смотрят в разные стороны и не образуют лишнюю толщину. Из обрезков, которые остались после вырезания маленьких квадратов, я также буду шить блоки. Для этого я возьму квадрат из ненужной ткани размером сантиметра на 1,5 больше нашего шаблона. Это нужно для того, чтобы потом я могла осноровить квадрат. Меня часто спрашивают, что такое осноровить. Осноровить – это выровнять деталь до нужного размера для последующей работы. На основе диагональной линией соединяю противоположные углы. Беру первую полоску, это может быть и треугольничек, кладу посередине, один конец полоски должен немного заходить за линию. На эту полоску я накладываю следующий лоскутик и прокладываю строчку. Вот, пришила, заутюжила, подбираем следующий лоскут, желательно контрастного цвета. Прикидываем, что по размеру подходит. И также пришиваем. И продолжаем заполнять половину этого блока. По сути, по своей это тот же Crazy блок. Вот таким порядком заполнили половину основы. Обрезаем лишнюю ткань. И дальше продолжаем нашивать полоски перпендикулярно нашитым лоскутам. Вот таким образом. И заполняем до конца. И вот я нашила блоки, я их осноровила. И вот такие блоки у меня получились. И там, где шире полоски, эти блоки создаются быстрее. Готовые блоки и квадраты я разложила в определенный рисунок. И теперь я соберу каждую поперечную полоску отдельно в стопку. Если у вас есть боязнь
что-то перепутать, то можно с каждой полосой работать отдельно. Ну, если, конечно, позволяет пространство. Стопки я пронумерую, чтобы не перепутать. Полотно синтепона я разрезаю на полосы шириной 17 сантиметров. И дальше каждую полоску режу на квадраты. На полосу синтепона я накладываю квадрат и вырезаю по готовому блоку. Получилась вот такая стопка сэндвичей. Затем вместе с синтепоном все это сшивается, и получается вот такая полоса. Из сшитых между собой полос у меня получилось полотно размером 135 на 195. И до нужного мне размера нужно добавить со всех сторон по 2,5 сантиметра. Эту цифру я округлила до 3, потому что плюс-минус 1 сантиметр это не играет существенной роли. Из этой ткани я выкрою полоски шириной 5 сантиметров. Это будет с припусками на швы. Это была сатиновая юбка, которая не носилась и которая очень сильно линяла. Я ее постирала в нескольких водах и в последнюю воду для полоскания добавила соль и уксус. Надеюсь, в результате эксплуатации сюрпризов не будет. Это были клинья, я их выровняла. У меня 6 клиньев. На этих деталях я совмещу полоски и состыкую. После чего из сшитых деталей я буду выкраивать полоски шириной 5 сантиметров. Я приготовила полоски и точно так же, как все блоки, с полоской из синтепона. Пришью к верхней детали лоскутного одеяла по всему периметру. Для нижней стороны одеяла я взяла белые ткани. Это остатки от больших проектов, ткани новые. Одеяло будет стираться, и чтобы в процессе стирки ткани не дали усадку, я проведу влажно-тепловую обработку. Из этих тканей я буду вырезать квадраты 17 на 17 и полосы шириной 17 сантиметров. Разложила нижнюю часть одеяла. Сюда пошли блоки из тех же рубашечных тканей, что и верхняя часть одеяла. Но так как этих тканей осталось уже очень мало, я добавила квадраты из белой ткани. Белые полоски в концах полотна я сделала на 5 сантиметров шире. И в концах каждой наборной полосы из блоков и квадратов я также добавила по полоске из белой ткани размером 5 на 17. Дальше процесс сшивания такой же, как и в верхней части, с добавлением синтепона. Сначала я собрала наборные полосы, и сейчас по порядку начну их соединять с белыми полосками. 2 готовых полотна одеяла я положила лицом к лицу, и так как изделие большое, я сначала сметала по всему краю, а затем отстрочила на машинке. Для выворачивания я оставила незашитым довольно большой участок с одного из коротких сторон. А дальше действуем так. Сторону, противоположную отверстию, закладываем таким образом, чтобы сгиб пришелся на первую поперечную полосу. То есть вот таким образом. Берем иголку с крепкой ниткой и, совместив уголки, сшиваем. Делаем несколько закрепляющих стежков. Понятно, что закреп должен быть прочным, чтобы впоследствии он не разошелся. И таким образом мы поступаем со всеми уголками. Закончив первый ряд, подворачиваем дальше.
И можно воспользоваться вот этими кармашками между квадратами, чтобы там подправить, чтобы полотно лежало ровно. И продолжаем в том же порядке, что и первый ряд. И вот такой способ позволяет соединить верхнюю и нижнюю детали через равные промежутки. В данном случае это 15 сантиметров. И можно обойтись без утомительной стежки. Уголочки сшиваются быстро, а для того, чтобы быть точнее, я решила засечь время, сколько у меня уходит на один ряд. Получилось 7 минут. Если учесть, что у нас 12 рядов, то это где-то 1,5 часа, да? И еще один такой совет. Когда совмещаем вот эти уголки, то есть швы, и у нас получается, что вот эти припуски накладываются, получается большой слой. И лучше всего этот слой обойти и прошить припуски с двух сторон от утолщения. И еще, когда вы подворачиваете очередной ряд, то надо приподнять одеяло и просто стряхнуть его. И тогда подвернутый слой, он сам туда проваливается, и полотно ложится ровно. Показываю вам готовое одеяло. По краю узкой каемки я сделала отстрочку. С нижней стороны это видно хорошо. Сейчас это покажу. Вот так выглядит вторая сторона. Видно отстрочку. Размер одеяла получился 140 на 200. Это просто стандарт. Это моя первая работа в новом году. Получилось удачно пристроить ненужные вещи. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями и близкими в соцсетях. Это способствует продвижению канала. И я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.